Ну вот и все, друзья. Теперь я уже нахожусь в Турции, как вы видите. Вот, таможня прошла на ура. Просто хоп, 3-4 машины впереди меня стояли. Подошел мужик, говорит, открывай сумки. За все, про все, ну, может, 15 минут я потратил. Выехал, вот оделся. Через 2 километра я поворачиваю и выхожу уже на ТЭТ. А вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Друзья, вот он. Ага. Как вам? А здесь потихонечку поедем. Попылим пылью. Не получилось. Едем сюда, значит. Ну, посмотрим, что нас там ждет. Че, дорогу показываешь мне, да? Давай, показывай, а то я уже запарился тут трястись. Все никак выехать не могу с этих полей. Так, ребяточки, все, затарился. Колбаски купил, сюджук, курочки, каких-то там. Хлеб такой шикарный, ну, блин, некуда мне пихать. Как-нибудь. Там у меня суп из вермишели, поэтому вермишелью буду питаться. Бесконечная. Ух ты, а! Ну, гляньте-ка. Гляньте-ка, а! Просто круто. Так, круто, круто. Нам не туда. Или куда? Я поэтому на нее и глаз положил. Вот, ну поедем по этой. Окей. О! Кто это? Лиса? Шакал? Шакал, наверное, да? Это они кричат ночью, ё-моё. Жутко, жуть наводят. Маленький зверек такой. А ночью, все страшно становится. Какой-нибудь жук какой-нибудь под палаткой там чешет лапками. Придавил я его. На всю палатку грохот. Думаю, что там такое? Кто-то лезет, кто-то ломится в палатку. Да. Так, тихо. Чуть-чуть не в ту стоп, не в ту степь. Так, вот сюда пенечек, да. Потом пенечек второй. И вот здесь. Не, я спущусь и поднимусь. Все. Друзья, ну что, приятного аппетита мне. Вот. Ё-моё, блин. Сварил себе супчик, а? Посмотрите-ка. А? Вчера сварил себе тоже супчик, полную эту самую уху. Всю ночь потом катался на животе в этом, в палатке. До 4 утра не мог никак заснуть. Сегодня опять то же самое. Ну, елки. Ну, чё, я голодный, конечно.
охота поесть. Но сегодня пораньше, во-первых. Во-первых, я уже все встал. Вот. Видите? Как? Просто обалденно. Вот, поэтому сейчас я ужинаю и потом пойду вниз, в бухточку туда, ополоснусь и помою котелок, чтобы потом заварить чай в него. Вот. Ну и все, и буду, в принципе, посижу, понаслаждаюсь. И что еще? Ну, собственно, все, буду отдыхать. Доброе утро, друзья. Ну-ка, посмотрите-ка вот на это, а. Как вам? Обалденно. Да? Сейчас будет, хотел сказать 18 плюс, нет, сейчас будет 55 плюс. Вот в таком вот райском уголке готовлю себе кофе. Вот и думаю, так скажем, христианское мировоззрение, да, особенно православное, оно все нацелено на какие-то небеса. Вот на небесах там наше Отечество, там наша Родина. Вот не здесь, не на этой земле, на этой грешной земле, а именно там. Нас ничего не должно удерживать на земле, все мысли должны быть о небе. О каком небе, я думаю? Я там ни разу не был, а как там? А там, может, мне и не нравится, почему я должен об этом думать так, что там все хорошо. Там. Земля наша прекрасная планета, которую мы, конечно, испоганили. Вот, но мы учимся, и в этом-то и заключается цель проекта Всевышнего, да, создание человека. Именно есть создание, а есть творение. Адам был сотворен, и впоследствии человек создается. Земля преобразится, новое небо и новая земля, это как раз и говорится о том, что именно эта земля, эта планета, вот, преобразится и будет полностью раем. Вся планета будет рай. Вы только представьте, да? Да даже вот, представляете, вот здесь все будет так замечательно. И заселять ее будут замечательные люди, которые поступили в школу Всевышнего, отучились, сдали экзамен, вот. А те, кто поступят в эту школу, они обязательно сдадут экзамен. Это обязательно. Поэтому, знаете, вот это мировоззрение, это такая штука, что, да, смотришь на одно и то же дерево, можно думать о небесном, а можно думать и об этом прекрасном земном мире. Вот. А мы сейчас пьем кофе и собираемся и выдвигаемся к следующему райскому уголку, вот, ну, который будет выглядеть совершенно по-другому, но тоже не менее красив, я думаю. Вот. И мы обязательно посмотрим. Так, друзья, вот нацепил камеру уже под вечер. Вот, потому что снимать особо было нечего. Я ехал по автобану, фигачил по асфальту, ничего интересного. Вот. Сейчас вот доехал до интересного места. Это кемпинг по дороге номер 1 в Турции. Значит, я поднимаюсь на вершину Малого Олимпа, там, вот, и я здесь поставил точку,
на этом кемпинге. Думаю, дорога идет мимо, заеду сюда, здесь остановлюсь. Но кемпинг не рабочий, сами видите как. Я подумал остаться было здесь. Потом думаю, а какой смысл? Я на кемпинге думал постираться, там думал, может быть, Wi-Fi есть, так как у меня интернет здесь не ловит. Но здесь столики есть, можно как бы посидеть, костер пожечь. Короче, даже что-то вот не знаю. Или подняться уже туда на вершину и там переночевать. И я много потерял времени внизу, потому что чуть-чуть там заблудился, никак не мог выехать на эту дорогу. И потрясся там зубами, можно постучать неплохо. Но сейчас она будет такая же продолжаться. Поэтому поднимаемся наверх. Вот такая вот дорога и шла все выше и выше. У меня все есть, я имею в виду из питания. Даже хлеба купил. Был бы это как бы действующий кемпинг, чтобы деньги заплатить. А так он бесплатный. А что бесплатно стоять? Вот, короче, смотрим, да. Вот такая дорога ведет. Ничего особенного. Ничего такого сложного. Ну, каменюки. Ну, так прилично, е-мое. Каменюки. Ну, тут уже прохладно, прям холодно так. Тут поляны. Но мне что-то в лесу ночевать в таком дремучем каком-то не хочется. Опять эти шакалы будут всю ночь тут орать. Я сейчас только одного видел. Шакалы или какие-то лисы, не знаю даже. Ну тут вот сидят. Так, компания может тут посидеть, костер пожечь, байки потравить. Такой подъемчик нехилый с каменюками. Это, ё-моё, попробовал поднять, не поднимается. Вроде и замка нету, что-то не пойму, как там. Или он там силой заткнут так, что ли. Похоже на то. Но вон там камера стоит, прям на шлагбаум. Может, этот мужик откроет или что? А? Ne? Yukarı diyorum gündüz girmiştim. Kaldım bunu kapatmışlar. Verstehe ich nicht. Ist Alman. Alman? Ha. Also, der gesperrt? He? Sperrt? Yok. Bundan araba var bende. Arabayla geldim. Kaldım. Aşağı inemiyorum. Bu kapalı diye inemiyorum. Ja, ich gehe so. Und dann Camping und dann so. Evet. Çıkıyor. Çok. Yukarı çıkıyor. Aber die, Bu çok açılmıyor. dann mach du. Gidemiyorum. Bu kapalı ya. Gidemiyorum buradan. Geçemiyorum. Bunu açılması lazım. Vielleicht du? Bilmiyorum ki. Açılmıyor. Oh, Vallahi senden var. kann ich. Sen gelmesen ben bunu açamadım. Zorladım olmuyor. Also, Açamadım. Kalacaktım burada ya. also, Ama yol çok taşlık, bozuk yol. Yol çok bozuk. Yani hep böyle taş, yollar hep taş. Böyle bozuk yollar hep. dort. Hep bozuk böyle taşlı hep yollar. Also, ich fahre. Çıkacaksın mı? Ja. Ama So. çıkar da yol bozuk ama. Yol böyle taşlı hep böyle. Ja. Hep böyle taş yollar hep. Groß? Hep taş böyle.
Çıkar motor ama. Motor gider. Джиперы, видать, или кто, наверное, уезжали и закрыли, потому что там типа не проехать. Я так понял. Он подъехал, дерг-дерг, все закрыто. И как бы, и все. Ну, возможно, так, он поблагодарил меня, там, даже обнял, что-то, что я открыл это. Ну, мы вместе открыли. Но я еще так подумал, пощупал замка, я думаю, наверное, его просто так насильно так туда забили, и он мертво там, не шевелится, ни зазора, ничего. Итак, друзья, дорога номер 1, Турция. Да, каменюки тут, блин. Сегодня ночью дуба буду давать, просто капец. Все надо на себя надеть. Это мне нравится, да. Вот тут я поночую с удовольствием. Ну, зубами постучу ночью. Ну, а что? Еще со спальником таким. Ё-моё, снегу-то. Выше. Ё-моё. Ну я дуба дам, это точно. Это дальше, это можно идти далеко. Я боюсь, что вдруг дальше еще один какой-нибудь за этот завал, еще хуже этого. Чтобы риск не был неоправданным. Чуть вильнешь, и сыро там. И, блин, на правую сторону. А если сейчас остановлюсь, чуть газану, буксанет, он его стащит. Блин, это... Друзья,
Ну вот, смотрите, куда меня занесло. А? Короче, быстро поставил палатку, пока не стемнело. Все раз, кухню переоделся. Думаю, сейчас еще полчаса и все, и глаз кали. Солнце уже садится, вон уже село. Короче, там я не смог проехать. Завтра объясню, что да как. У меня села камера на шлеме. Вот, сейчас, значит, я завариваю чай. Ничего я варить не буду. Сегодня что-то день такой длинный. Просто, я не знаю, какой-то бесконечный. И такое ощущение, что уже неделя прошла. Вот. И, значит, пью чай, согреваюсь, перекушу и спать. Вот. Не знаю, как, конечно, я буду спать. Дубак, я не знаю, сколько градусов. Ну, может, градусов 8. Я ключи уже вытащил. И, значит, связи нет. Ничего нет. Я тут один. И скажу вам, как-то так это жутковато. Вот, ну, что сделать? Я вообще-то, в принципе, я планировал-то туда заехать наверх. Вот, ну, тут вот чуть-чуть буквально осталось. И там озерце, и на озере встать. Ну, по сути-то разница-то небольшая, там пару, может быть, там 100 метров, 200 выше, и все. Вот, может, там просто вид. Ну, и здесь тоже вид шикарный. Поэтому, как бы, я особой разницы-то и не вижу. Вот. Ну и все. В общем, как пройдет ночь, я вам расскажу завтра утром. Друзья, с добрым утром. Как вам? А так? Круто, да? Дорога номер 1 в Турции. Короче, ночью я дуба давал. Ну, так уж прям сказать, зубами не стучал. Но, короче, получилось так, что спать не получилось. Да, ну, под утро уже. Я даже примус включал, горелку включил в предбаннике. Там немножко погорело. Понимал, что там полчаса и будет все то же самое. Вот. Ну, вот одел все вещи, которые у себя были. Ну, пойдет. Вот. Могло быть и гораздо хуже. Уже под утро я смотрю, светлее становится. Думаю, сейчас чуть-чуть солнышко выйдет и будет тепло. И вот где-то я смотрел, было 6. И где-то, ну, наверное, в районе 7 утра уже потеплело. И я там отключился вот до 9. Вот, так что нормально все. Сейчас завариваю кофе. Сегодня планы тоже большие. Так как у меня 2 проблемки. Это бензин, во-первых. Ну, ладно, здесь под гору. Я думаю, что, в принципе, может, местами буду отключать двигатель, докачусь до низа. А вторая, это вот этот шлагбаум. Вот. Но я тоже так думаю, что подъеду, если он закрыт там. Главное, чтобы там не было замка там. Такой пух или что это, я не знаю. Вот. Прям, как это? Я сперва подумал, как дождь. Вот оттуда из-под этого склона летит. Вот они, вон.
ветром их несет. Похоже на пух, как на семена, что ли, такие. Кстати, вот наглядное применение вот этой сетки. Да, вчера хлеба купил. И некуда засунуть его просто. Вот засунул сюда. Так, кофе на высоте 2000 метров. А? Круто? Конечно. На здоровье. Главный ингредиент-то я забыл. На высоте 2000 метров сгущеночка. О! А то вечно жидкая, как это, а сейчас прям густая. Чуть сегодня с утра все падает, воду разлил, там уронил. Что-то какой-то вообще рассеянный. Ну что, друзья, вот и все. Пришло время покинуть это место. Да, показывает 60 километров. Надеюсь, нам хватит населенного пункта. Все-таки сейчас под горку будем ехать. Райское место, но не скажу. Несмотря на то, что сейчас водички наберем. Несмотря на всю эту величественную красоту, какую-то чистоту, как-то райским местом это назвать не получается. Почему? Почему? Не знаю. Почему? Наверное, потому что как-то особо не хочется здесь жить. Вот я что думаю. Как бы. Да? Вот, побыл, посмотрел и... Вот, хотя, возможно, для кого-то и по-другому все это звучит. Опять же, что значит рай? Вот и я про это же. Кому-то здесь рай, кому-то на берегу моря, где я был вот вчера, позавчера, рай. Кому-то, не знаю, в кресле Госдумы рай. Так, смотрим. Ага, открыт. Открыт. Короче, я уже вот так качусь, наверное, минут 15 точно. Вот просто уже подкатываюсь к концу до этой дороги. Решил вам показать.